Приветствуем. Добрый день. Представляем вашему вниманию такой мега набор полной комплектации DJI Mavic 2 Enterprise. На обзоре будет у нас Fly Mo Kit, который тут упакован. Это квадрокоптер, кто не знает. Да, квадрокоптер. И сам квадрокоптер вот в таком ящике. Начнем с квадрокоптера. Упакован пломба. Оп. Бумажку это не выкидывайте, она еще вам может понадобиться. Данный кейс специально предназначен для переноски, перевозки квадрокоптера. Он защищен здесь. Сейчас мы покажем вам, как он здесь упакован. И вот он сам. Давайте рассмотрим комплектацию. В комплектацию нашего дрона входит пульт управления. Это стандартный пульт. К нему подключается ваш смартфон. Смартфон, да, планшет. Сюда влазит маленький 7-дюймовый, можно сюда вставить документация. Потом у нас идет после документации, давайте рассмотрим, это маяк, который видно, ну, по заявкам производителя с 2 километров видно его. Как он, стробоскоп небольшой. да. Подсветка, это так называемый фонарь. Видимо, диапазоне. И динамик. Данный коптер имеет возможность двухсторонней связи. Это зарядка кабель, зарядка для блока питания, аккумуляторов, дополнительные лучи. Винты. Так, кабель зарядки. То есть заряжается наш квадрокоптер от 220 вольт. И также еще у нас к нему может идти автомобильная зарядка. Да, ну это далее рассмотрим. Данный пульт у нас вот сами джойстики, они вкручиваются. Покажем на примере смартфона. То есть вот он подключается сюда. То есть мы будем видеть. Подключается шнур сам смартфон, да, и он запускается. Шнуры в комплекте идут как и для Android телефонов всех, так и для iPhone. Вот у нас разъемчик. Отложим пульт. Ничего такого у нас информативного нету. И рассмотрим сам дрон. Давайте берем вот это. Обязательно перед первым запуском нужно снимать защитный колпак транспортировочный. Перед любым запуском. Да, перед любым запуском. То есть, нужно снять его. То есть он не должен летать с этим пластмассовым колпаком на камере. Все перед первым вообще, как только распаковали, вообще нужно снять все защитные. Тут пломбы стоят перед камерами. Все это нужно снимать обязательно. Сейчас мы этого не будем делать. Все это нужно снять. Так, смотрите, как устанавливаются у нас лучи. Важный момент есть. На каждом у нас двигателе есть указаны вот светлые полосочки. На каждом винте также есть светлые полосочки. Светлые полосочки у нас устанавливаются до светлых полосочек. Нажимаем, проворачиваем, фиксируем. Винт установлен. Тут у нас, видим, нету полосочек. Значит, ставим его там, где нету полосочек. Это очень важно, потому что если поставить в обратном положении, у нас коптер не будет стабилизирован. Давайте. На все оденем. Ну, допустим, мы все сняли, все пломбы сняли, все распаковали его полностью. Наш девайс готов, якобы. Что нужно для первого запуска? Во-первых, нужно установить приложение на телефон.
Приложений на телефон для данных дронов очень много. Но лично я пользуюсь приложением, называется DJI Go. Это приложение, которое стандартно является для этого дрона. Запускаем приложение. У вас придет, как обычно, много обновлений. Все обновили, все. Можно летать. Летать нужно сначала пробовать на маленькие расстояния, а потом уже увеличивать часы налетов. Внешний вид данного коптера впечатляет, так как он металлический. Есть детали, конечно, и пластика для облегчения, а так он в основном металлический, довольно-таки увесистый. В нем занимает большую часть это батарея, как видим. Ну, далее он легкий становится. Ну, так, у него время полета до 30 минут. Хоть дрон и является влагозащищенным, но это не относится к его винтам. Да, винты у нас, как видим, вот у нас есть вот открытые вещи, то есть, ну, при дожде лучше не летать. Давайте рассмотрим еще камеру. Она тут на дроне не одна. Давайте заметим тут, что вот есть у нас одна камера, вторая камера, третья, четвертая камера, пятая, шестая камера. Это все камеры служат тут, и еще две спереди, служат для его стабилизации. Такой себе парктроник к автомобилю. Да. Ну все-таки вернемся к основной камере, вернемся. Она тут на подвесе стабилизатор. То есть стабилизатор включается при том, как уже питание поступит на дрон, сама она стабилизируется и фокусируется камера полностью. Почему нельзя транспортировать без защитного колпачка вот этого? Как сломать гироскоп. Да, гироскоп просто здесь выйдет из строя. Тут специальные, если посмотреть внимательно, тут есть специальные уплотнительные кольца, стоят резина, которые просто стабилизируют это все движение. А почему нельзя запускать данный дрон без с защитным колпаком? Потому что при запуске камера начинает тестироваться, она юстируется, проворачивается, но если она будет в защитном колпаке, ей будет мешать, и двигатель просто-напросто сгорит. И все. Давайте рассмотрим теперь упаковку дополнительных гаджетов для нашего дрона. Вот такой вот дополнительный. Это покупается дополнительно и довольно-таки неплохой, как бы такой дополняющий кейс. Вам это пригодится. Это стоит, конечно, недешево, но Смотри, сам дрон. да, сам дрон тоже недешево стоит. Но, тем не менее, его аналогом по такой цене в принципе не существует. И свои задачи он в 2 раза выполняет. Так, что мы видим? Вот такая вот себе сумочка аккуратненькая. Это не Луи Виттон, не Дольче Габбана, конечно, но Чтобы не DJI. шарахаться с большим чемоданом пластиковым, вам спокойно хватит этой сумочки, на которую можно повесить спокойно на плечо. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Также модные упаковочки DJI черного цвета. И тут аккуратненько запакованных 2 дополнительных аккумулятора. Давайте посмотрим, Что у нас находится в коробках. в коробочке. Автомобильная зарядка для зарядки аккумуляторных батарей. Разъемы такие у них специальные. Вы Да. тут, в принципе, не ошибетесь, как его подключить. Полярность не поменяете, он только с одной стороны включается. Советуем сразу брать, конечно, дополнительные аккумуляторы. Полчаса иногда очень мало, не хватает для... Полчаса это заявлено производителем, но, понимаете, скорость ветра, это все садит батарею быстрее. Это у нас для Ремень, переноски. Сумки, ремень. А вот это очень интересный девайс. Очень, как бы, нужный. Чтобы не заряжать по очереди все батареи наши, можно их заряжать сразу одновременно все.
3. При этом в таком устройстве батарея заряжается не параллельно одновременно, а каждая по очереди, чтобы хватило мощности зарядного устройства. Но есть плюс в том, что если поставите на ночь, вам не нужно вставать среди ночи и менять аккумуляторы, то есть заряжать их по очереди. Данное устройство его само заряжает по очереди. При этом они заряжаются довольно-таки быстро, эти аккумуляторы. Хотели бы вам сказать, чтобы не жалели денег на данный девайс, который хотели бы вам сейчас показать. Это Потому что у каждого телефоны свои разные, где-то может телефон вообще заглючить, кого-то будет тормозить. Да. А есть стандартный. Вот стандартный пульт, а вот показываю вам, как выглядит профессиональный пульт для дрона DJI Mavic. В котором также ручки для джойстика. Да, джойстики также само вкручиваются, то есть они все, чтобы не потеряться, они в специальных местах находятся, таких вот. Ну, что скажем, дрон на свою цену очень годен. У него куча характеристик, которые вы можете посмотреть на сайте изготовителя или у нас. Скорость этого дрона впечатляет. В режиме спорта он может летать до 60-80 км Да, в час. 60 километров он запросто летит. Спасибо вам за то, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Следующее видео будет, как на нем, собственно, летать. До свидания. Пока.